Друзья мои, всем привет, с вами компания PandaWay. Сегодня мы находимся на полигоне, на презентации автомобиля от XPeng. XPeng летающий автомобиль, модульный автомобиль. Я думаю, что многие из вас помнят из нашего ролика своего рода минивэн, в заднюю часть которого внедрен вертолет. И я надеюсь, что сегодня, несмотря на то, что погода нелетная, мы сможем увидеть полет этого чуда. Интересно посмотреть на салон этого автомобиля, потому что салон пока еще держится в тайне. Что же там находится внутри, неизвестно. Ну и сейчас сразу можно сказать, что дизайн автомобиля очень потрясающий. Для такого чуда, в которое внедрен вертолет, длина у него 5,5 метра, высота 2 метра, ширина 2 метра. 3 ведущие оси, 6 колес. Привод 6х6х6 у нас. Поворотные задние колеса. Для такой длины, естественно, они должны быть поворотные, потому что 5,5 метров, я думаю, радиус без поворотных задних колес был бы очень большой. Размер колес 245 на 50 на R22. Pirelli Scorpion. Вертолет разобрали, приготовили к полету, и несмотря на то, что нелетная погода, сейчас нам продемонстрируют его полет. Смотрите, техники проверяют готовность, закрепляют винты, и сейчас мы увидим первый полет этого чуда. Вообще, по заявлению компании XPeng, на обучение требуется всего лишь 5 минут, а через 3 часа вы уже станете мастером по полету. Так, обратите внимание, кабина рассчитана на 2 человек, двухместный летательный аппарат. Есть внутри дисплей приборной панели, панель управления. Чуть позже мы зайдем внутрь и посмотрим, что же там находится внутри. Так, ребят, ну что, начинается запуск. Всех разогнали за край поля. Слушайте, я не верил. Когда мы были в прошлом году на заводе XPeng, в шоуруме XPeng, и они нам показывали это чудо, я не верил. Они тогда еще говорили, что в конце 2024 года будет старт продаж. Вы понимаете, что происходит? Ребята, вы понимаете, что будущее уже здесь, оно уже в Китае. Я, честно говоря, я не верил, что это будет. Ну вот, 24 год, конец и старт продаж. Вы понимаете, что каждый из вас может владеть этим чудом. Пока точная цена неизвестна, но сказано, что примерно где-то будет стоить 2 миллиона юаней. Это просто нечто. Если вы когда-то мечтали о полетах, то они становятся для вас реальными. Причем это не какой-то вертолет, который нужно хранить где-то в аэропорту, на аэродроме или еще где-то. Это все может храниться в вашем гараже, понимаете? Вот он. Вот оно, это чудо, которое содержит в себе вот такой летательный аппарат. Да, время полета сейчас пока небольшое, всего лишь 15 минут. Зарядили автомобиль до полной. 6 раз можете зарядить это чудо. 15 минут, один полет. У этого летательного аппарата есть разные режимы полета. Один из интересных режимов – это набор высоты. 10 метров в секунду, представляете? Очень большая скорость подъема.
Ну что, ребят, поздравляем компанию XPeng с успешным полетом этого чуда. Действительно чудо. Понимаете, что аналогов сейчас пока еще нету. Да, есть уже летающие аппараты, которые летают здесь по Гуанчжоу, по Китаю, но такого, чтобы размещался в транспортное средство, которое передвигается. Вы понимаете, что это четырехместный аппарат. 4 человека здесь могут ехать и вести сзади вертолет, на котором вы сможете летать. Ну, по Китаю, между прочим, уже на сегодняшний день 130 мест, разрешенных для полета этого летательного аппарата. К концу года они обещают увеличить их до 200 мест. Они выбирают специально для этого туристические места, интересные для полета, для просмотра с воздуха. И эти места покрывают уже огромную часть Китая. Непосредственно здесь, в Гуанчжоу, в радиусе 200 километров расположены эти места. Также есть в разных других городах. Ну и вы знаете, вот честно говоря, когда они все это планировали, я думал, что финальный какой-то будет дизайн, ну, немножечко топорный. Все-таки разместить вот такой вертолет вот сюда, внутрь, еще и чтобы разместить людей, ну, я думал, что будет что-то такое страшненькое. Но, смотря вот на него вот так со стороны, вот здесь, сейчас, я вам скажу так, что он очень привлекательный, красивый, аккуратный дизайн. И самое главное, что высота 2 метра, с такой высотой вы можете заезжать на любой паркинг. Он не ограничивает вас по высоте, если сравнивать его с другими автодомами. Для тех, кто думает, что компания вчера разработала какую-то модель и сегодня уже начала продавать, хочу сказать следующее. 11 лет они вели разработки. В нашем ролике про компанию XPeng Aerot мы об этом рассказывали, всю историю компании. 11 лет они жили за счет дотаций, за счет инвестиций. Они исследовали, они разрабатывали, они тестировали, проектировали все это. И только сейчас начались продажи этих транспортных и летающих средств. В общем, ребят, это прорыв. Это прорыв, действительно прорыв. Такого просто пока еще нету. Трогать можно? Можно. Прикоснись к истории. Это действительно история. История, которая вот сейчас становится доступна всем. Всем. Понимаете? Леш, ты говоришь всем, ну, тех, у кого есть 2 миллиона юаней, да, тем доступно. Но в целом они же открывают туристические полеты, да, то есть ты можешь приехать, поразвлекаться за небольшие деньги. Классно, в общем, мне очень нравится. Дизайн, все вот, они прям сохранили. Вот что мне нравится, они рисуют, когда какой-то концепт, туда же его и оставляют, так же его реализуют. Мне нравится, что этот автомобиль можно использовать в обычных городских условиях, по большому счету. Да, там категория С, и в Китае будет у тебя не везде доступ, как у пикапов, но тем не менее. Привезли катушку обратно. Сейчас будут его... Как вот смотришь вот на эту бандуру, думаешь, как вот эта бандура влезет вот сюда. Ну что это? А оказывается, можно, ребят, можно. Прям жду 25-й год, там вообще бомба будет, там и ГАК, там и... Кто там еще? Еще какие-то китайские, в общем, бренды. Все залазят, все хотят и ездить, и летать одновременно. В общем, ждем. А уверен, в 30-м году все, машины расправят свои крылья и полетят. Здесь у нас 6 лопастей. Лопасти и корпус выполнены из карбона. На каждый винт идет свой мотор. Отдельно 6 моторов всего. И это транспортное средство, летающее средство, вертолет этот, способен передвигаться без 2 моторов. То есть, если даже у вас в полете ломается 2 мотора, вы можете спокойно приземлиться на заданную точку. Так, ребят, сейчас мы пообщались с пилотом, с главным пилотом компании XPeng. Он нам ответил на ряд вопросов. Во-первых, время полета от 15 до 20 минут при медленной скорости, если сильно не напрягать двигатели. Это первое. Второе. Скорость полета 1 минута 1 километр. Ну, то есть 60 километров в час по-нашему. Это скорость полета. Ну и, соответственно, этот квадрокоптер или вертолет может летать только в тех местах, которые ему допущены программой. Соответственно, вы не можете вылетать самостоятельно за разрешенные зоны. Все идет на автоматике. То есть, да, в пределах этой зоны, в пределах этого времени, заданного времени, вы можете летать собственноручно, управляя штурвалом, джойстиком, но посадка, взлет происходит автоматически. И
Интересный факт заключается в том, что главный пилот является владельцем компании Xpeng Aero, который и тестировал все свои аппараты с самого начального до вот этого удивительного чуда. Так как длина автомобиля 5,5 метров, то, соответственно, сложно было достичь хорошего радиуса разворота. Для этого компания разработала поворотное заднее колесо. То есть только задние колеса, эти два, не это, вот это, поворачивается на 8 градусов в обе стороны. Ну и, соответственно, уменьшается радиус разворота. Здесь находятся зарядные порты, которые сейчас пока мы не можем открыть, предназначены для подзарядки самого автомобиля и также летательного аппарата. Они сейчас, на данный момент, они есть и с левой стороны, и с правой стороны, но в будущем они оставят какую-то одну сторону. Какую, пока неизвестно. Подвеска здесь стоит пневматическая, для того, чтобы можно было машину опускать при загрузке летательного аппарата. Как только он загружается, соответственно, машина поднимается, и вы можете двигаться в те места, которые захотите. Партроники здесь стандартные, 12 партроников по кругу. Обратите внимание на ручки, ребят. Ручки сделаны в новой модели. Компания Xpeng такого еще не делала. И я скажу так, что это более практично, чем те ручки, которые у них есть на автомобилях. Не выдвижные, которые ломаются, которые там застревают, где-то еще на морозе примерзают. Здесь вот она, пожалуйста, кнопочка, нажали, все открыли. Двери открываются у нас вот так вот, в распашную, как у Bentley. Зонтики, не знаю, там будет или нет в дверях. Балка здесь есть, в отличие от того же Микса, на который мы снимали обзор. Ну и обратите внимание, новые выдвижные электронные зеркала. Такого еще мир автотранспорта не видел. Да, электронные зеркала уже есть, имеются в обиходе, а вот чтобы они были выездные, такого еще не было. И это, я считаю, что очень практично. То есть вы заехали, нажали кнопочку блокировки, у вас все закрылось. Ничего, стоит автомобиль полностью гладкий, пустой. Какие установлены здесь моторы, пока неизвестно, пока держится все это в тайне. Но мы знаем, что здесь последовательный гибрид. И суммарный запас хода превышает 1000 километров. Какие будут электромоторы, какой будет бензиновый генератор, пока неизвестно. И если вы хотите об этом узнать, конечно же, подпишитесь на наш канал и узнаете вместе с нами. Одну интересную маленькую деталь мы тут подметили. Форсунки встроены в стеклоочистители. Очень хорошо. Ну и огромное большое лобовое стекло. То, что находится внутри, пока неизвестно, ребят. Но чуть-чуть мы подсняли. Видно, что есть экраны по всей протяженности. Видны мягкие сидушки. В общем, кусочек салона, в общем, видно. Что будет в финальной версии, пока неизвестно. Они не говорят, они говорят, пожалуйста, не снимайте салон. Это всего лишь прототип. Мало того, что сам летательный аппарат работает на автопилоте, так еще и Mothership, как они его называют, материнский корабль, сам тоже имеет автопилот. Лидаров мы сейчас не видим здесь. Возможно, они появятся, а возможно, все будет работать на камерах. Если вы помните, из нашего ролика про P7+, компания Xpeng сейчас переходит от лидаров к камерам высокого разрешения. Скорее всего, здесь, наверное, будет такая же система установлена. И я вам хочу сказать следующее. У Xpeng один из лучших автопилотов на китайском рынке, поэтому все это будет автопилотироваться очень хорошо, я уверен. Кроме 6 моторов, которые вращают лопасти, есть также 2 мотора по краям, обратите внимание, горизонтальных, которые дают нам импульс вперед, то есть помогают этому вертолету набирать скорость. Кабина двухместная, 2 мягких сиденья, видим штурвал в виде джойстика и центральный приборный дисплей один. Есть небольшое количество кнопок, есть гарнитура, естественно, гарнитура должна быть для связи с землей. И также сверху ряд кнопок включения, активации. Ну и, естественно, ремни безопасности. Ребят, у нас есть исключительная возможность посмотреть, что находится внутри этого автомобиля. Пока мы не видим еще салон, но заднюю часть, по крайней мере багажник, куда размещается наш летательный аппарат, мы можем посмотреть. Слушай, багажник огонь. Антоха сразу радуется багажнику. Сколько картошки можно загрузить? Сколько антох сюда можно поместить? Ну это вообще, да? Есть у нас два рельса и есть механизм для загрузки самого летающего аппарата. Ну а так, если вдруг что, если вам летать не нужно, то, пожалуйста, выгрузили его в гараже, сюда можете там загрузить чего-то и поехать куда-то. Так, Антон, ну что? Из какого материала кресло сделано? Из тряпки, очень дешевой. Из очень дешевой тряпки. Ну это образец. Образец, конечно. Это образец, да. А на аэрошоу был представлен такой выставочный, типа из картонки собранный, красивый, значит, все сделано внутри. А это уже настоящий? Это настоящий летательный аппарат, с наушниками, со всеми делами, в общем. Закрываем, пока никто не прибежал.
уже бегут, уже бегут. Нет, тут не было, я ушел. Ну что, ребят, хочется поздравить компанию Xpeng Aerot с успешным полетом. Ну а вам спасибо за просмотр данного ролика. С вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.